Мало кто знает, что чипсы появились в XIX веке благодаря американскому магнату Вандербильту. Ему не понравился картофель фри в ресторане Мунес Лейк Лодж курортной зоны Саратога-Спрингс в пригороде Нью-Йорка. Шеф-повар этого ресторана Джордж Крам, желая подшутить над Вандербильтом, нарезал картофель бумажной толщины, обжарил и подал к столу. На удивление, блюдо понравилось, и с того времени его начали готовить постоянно. По легенде, произошло это в далеком 1853 году. В 1860 году Джордж Крам открыл в курортной зоне уже собственный ресторан. А что же это была за курортная зона? Саратога-Спрингс – курорт, славящийся своими целебными источниками. Модное место отдыха американцев в XIX веке. Наверное, всем интересно посмотреть, как отдыхали люди в те времена и что их там окружало. Со второй половины XIX века вошло в моду смотреть стереофото, и наделали их немало. В том числе и про Саратога-Спрингс. Возможно, это было одной из форм скрытой рекламы, так как снимали не только общие виды, но и различные детали интерьеров. И глядя на эти детали, невольно начинаешь понимать, что курорты XIX века были ничуть не хуже современных. Вот только по странному стечению обстоятельств от старого курорта Саратога-Спрингс остались только лишь источники. И те в неузнаваемом виде. Итак, разделим стереофотографии напополам, слегка улучшим их качество. Шутка ли, им 150 или более лет, и начинаем смотреть. Это железнодорожный вокзал. Посмотрите, какой он сейчас, и почувствуйте разницу. Хоть в Америке не было большевизма, но как этот факт можно объяснить? Впрочем, из ниже приведенных фотографий не сохранилось в настоящее время практически ничего. И глядя на эти фотографии, возникает больше вопросов, чем ответов. Это осветительные приборы в столовых, вы не ослышались, курорта Саратога-Спрингс примерно в то время, когда там открыл свой ресторан Джордж Крам. Это не газовые фонари, плафоны газовых фонарей совершенно другие. Какую мощность потребляли данные люстры и самое главное, какой источник мог ее обеспечить в то время. Загадка, однако, но это еще не все. Это холл отеля Гранд Юнион, снятый в разное время с 1862 по 1891 годы. Как видим, светильники на колоннах за это время прошли свою эволюцию от подобия свеч с двух сторон колонн до вполне серьезных светильников с четырех сторон. Как видим, нигде нет ни одного провода, только в последнем случае на колонне появились выключатели странной кнопочной формы. И почему-то под столбами стоят какие-то непонятные ночные вазы. Было ли это как-то связано со светом? Наверное, нет, но если предположить, что там было какое-то ароматическое вещество, которое реагировало на электричество в колоннах, подобно елейному маслу, то все становится понятным. Собственно, подобные светильники находятся еще и в арках на террасе отеля и даже на прилегающей территории. Откуда берется столько электрической мощности? Впрочем, подобные вещи наблюдаются не только в отелях. Это простая веранда на одном из зданий курорта, и тоже в ней имеются люстры. Оцените в глазомерном масштабе высоту этой веранды. А это то самое здание Конгресс-Спринг, из которого берет начало веранда. Как видим, одна из колонн подозрительно толстая, а на ней стоит шпиль непонятной конструкции, высотой, как сама веранда. Секрет оказался прост, мы снова видим одну из разновидностей приемника атмосферного электричества. И в самом здании присутствует такая же колонна, равная по высоте первому ярусу купольной установки. Конструкция данного здания, несмотря на простоту, обеспечивала какой-то функционал, и явно не только для освещения. А какой функционал? Вернемся к этому позже. Кстати, еще одна маленькая деталь про освещение. Как видим, на террасе отеля Гранд имеется один единственный балкон. Наверное, там был президентский номер. Какие-то странные укосины идут под крышу террасы, только одна из них идет с балкона. Что это? Это явно не усиление конструкции, в котором здесь нет смысла вообще. Если приглядеться, мы видим обычную балюстраду, только слегка в измененном виде, вместо наконечника – обычный выход на колонну. Не исключено, что в той колонне был тайник с веществом, которое размещали в наконечниках на шесте балюстрады. Статус номера, видимо, требовал, чтобы мощность электросети в нем была на должном уровне. Но загадки Саратога-Спрингс на этом не заканчиваются.
Переходим к самим целебным источникам. Перед вами источник Гейзер Спринг. Струя бьет куда-то вверх, видимо, давление воды там сильное и естественного происхождения. А что за колба стоит рядом? Сколько был в спа-салонах? Не очень много раз, не видел такого никогда. Что-то похожее видел в Бурятии. На курорте Горячинск, там кипящая вода вытекает прямо из трещины в скале, и если продержать в ней ноги хотя бы полминуты, потом начинаешь бегать, как в ранней юности. Но никаких стеклянных колб там и близко нет. Что же нагревает в данном случае воду до пара? Каким секретом обладает бортик данного источника? Подозрение, что этот пар выходит для ингаляций, но что-то его подогревает. Этот пар берется от подогретой гейзерной воды. Без подогрева получилось бы так, что возле самого гейзера стояли бы клубы пара, и сфотографировать его явно не получилось бы. Увы, что там было на самом деле, мы уже не узнаем, данного источника в настоящее время не существует. Но дальше больше. Это обычный для тех времен источник питьевой воды, он же на главном фото. Кто-нибудь может предположить существование подобного сейчас? Вода там поднималась выше уровня земли и тонкой струйкой сливалась, судя по лужам, прямо в нижнюю точку окружающего пространства. Какая сила поднимала воду наверх, когда совсем рядом имелся естественный водоем с уровнем ниже данного источника? Другой вопрос, а как горели на этом источнике лампы? Вода и сетевое электричество в уличных установках есть практически несовместимые для того времени вещи. А что там стоит на заднем плане? Это тот самый музыкальный киоск, причем во всем снаряжении, с вазами и антеннами. Это устройство само по себе загадочно. Каким образом оно работало? Оркестру хватило бы одной веранды с лампочкой под куполами. Судя по расстоянию от киоска до стульев на заднем плане, народ рассаживался больше смотреть, чем слушать. А на что смотреть? Видимо, застекленные окошки на барабане киоска. Были неспроста. В очередной раз приходит на ум версия, что светомузыку и усилители звука изобрели не в 20 веке, а гораздо раньше. Даже представить сложно, как это все выглядело на практике. Неудивительно, что эти киоски исчезли по всему миру, а в России даже их каркасов уже практически не найти. Это источник Hi-Rock Congress Spring. Над собственным источником стоит конструкция, аналогичная музыкальному киоску, и причем внутри нее тоже стоит самостоятельная арочная конструкция. Для чего такая сложность? Внутри находится камень, из которого наружу сочится вода. Любой желающий может налить этой воды из импровизированной каменной емкости. Что толкает воду сквозь камень? Скорее всего, камень здесь поставлен искусственно, а вода поднимается аналогично рассмотренному выше источнику. Тем не менее, так работают все имеющиеся на то время в курорте Саратога Спрингс источники. Источник Коламбия Спринг. Источник Конгресс Отель Спринг. Источник Конгресс Спринг. Источник Гамильтон Спринг. Источник Юнайтед Стейтс Спринг. Источник Конгресс Парк Спринг на заднем плане. И везде конструкция источников в чем-то одинакова. Павильон, и в большинстве случаев внутри еще один павильон по матрешечной схеме. И практически везде купола и вазы с непонятными антеннами. Для чего они там? Это фонтан внутри источника Конгресс Парк Спринг. На перилах ограждения стоят непонятные артефакты. Было бы понятно, если бы они стояли на угловых столбиках перил, как делается везде. Но стоят они асимметрично, да и сами балясины сделаны непонятно из чего и с разным шагом. Для чего такой непонятный конструктив? Наверное, хватит загадок и ребусов. Открываем физику Щеглова образца 1834 года. Немножко видоизменим наш опыт и представим, что один из полюсов этого источника через конструкции павильона идет в землю к водоносному горизонту, то сразу же становится понятным, почему вода выходит выше поверхности земли. И в музыкальных киосках, и в павильонах получалось электричество, только на источниках воды его использовали несколько в других целях. Кстати, подобные источники по техническому устройству использовали от Китая до Америки. В Бахчисарае, например, их остатки можно увидеть до сих пор. Как кончилось электричество, так и кончилась вода. Только настоящую причину никто не знает. Впрочем, в той же Саратоге Спрингс были конструкции и посерьезнее. И, видимо, неспроста все это было уничтожено одной рукой по всему миру.